Вот, уже сегодня 17 января, снова я на рыбалке. Погода у нас такая позднеосенняя, что-то около 3 градусов тепла. Ветер пару-тройку метров в секунду. Такая весьма благоприятная погода для спиннинга. Вот сейчас попробую половить что-то. Вот так выглядит у нас сегодняшняя обстановка. Снег был, но уже практически весь растаял. Небольшие вот тут закраины имеются от льда. Лед тонкий, буквально сантиметр, наверное. Ну вот я уже оснастился, поставил приманку, собрал спиннинг и сейчас двину ловить. Осторожно, парализовать не нужно, конечно. Если не зацепиться, ни за что. Дугу выдувает. Не слабый ветерок задул. Немножко хуже, проводка слышно. Да и заброс страдает. Ну вот удочка, конечно, длинная. И тут среди деревьев не везде комфортно забрасывать. Но при этом она очень легкая при своей-то длине. И заброс получается великолепный. И рука не устает. Эта катушка вот даже ее и не балансирует. Но если передним хватом ловить, то вполне комфортно. Что-то было. Это все же была поклевка. Хвост мне отрубили. Так, сейчас надо переоснаститься. Так, у меня где-то есть такая же похожая. Сейчас я поставлю, а потом эту переделаю. Нацеплю новую, свежую. Так, это уже интересно. Была потяжка такая, я сразу не понял. За хвост прихватила и оторвала. Кто только интересно. Все то же самое, 14 градусов, только расцветочка чуть поярче. Но я думаю, не хуже. И туда же. Забросим. Там определенно что-то происходит. Неужели в этот раз без хвоста оставили? Угу. Ну, тут я, да, стою, слышу этот пупок, на него поднимаюсь, потом с него стягиваю.
тут 8 метров, 9, и тут на 8 5 уходит. Ну да, похоже на то. Ну ты послушай, ну уже вторая приманка без хвоста. Отгрызает хвосты упорно там. Так, ладно, сейчас попробую поставить принципиально другую приманку, чтобы они не смогли хвост отгрызть. Кто же там прикусывает за хвост? Окунь. Вторую приманку на одном и том же месте. Я их так резиной накормлю, они и клевать не будут. Ты послушай. Ну она такой, будете клевать? Сейчас проверим. О, доброшу эту. Лебеди еще плывут. Они на лету вылазят. Так, на последний раз я заброшу эту приманку, а потом все же переснащусь тогда на ту, если она им очень понравилась. Так, что ж, дважды в одном месте у меня хвост отрывали, то, наверное, имеет смысл все же ту приманку бросать. Опа, в лебедя не попаду. И почти. Если бы не притормозил, точно по лебедя влупил. Вот она у меня на двойнике имеется. Сейчас так. Так, ее надо было, конечно, вернуть назад. Ее надо было вернуть назад. Туда в коробку кину сейчас. Потом, если и этих не хватит, тоже с двойника сниму этот огрызок. Переодену. Так, ну вот. Максимально быстро я заменил приманочку. Сейчас посмотрим. Не напрасно ли я это делал. Лебеди сидят на льдине и перья себе чистят. А у меня по-прежнему не клюет. 2 оторванных хвоста и все. Я уже в это место достаточно давно упираюсь.
Сейчас еще несколько забросов. Если никакой реакции, то двигаюсь дальше. Там и утки хотят к лебедям присоединиться. Две из них тоже решили последовать примеру лебедей, тоже на льдину выбрались. Тоже перья чистят. Какой-то у них туалет утренний. На забросе практически до бэкинга шнур выматывает. Уже мало шнура осталось. Надо перематывать. Новый намотать. Я хотел, да что-то поленился. Да и этот куда, пускай же вырабатывает свое. Еще рыбалочки 3-4 с ним можно походить точно. А там потом и перемотаю. Так, на лед вот завести как-то. Ага. Есть. Есть каркозябра небольшая. Вот такая попалась. Щукенция. Да как-то еще за жабры. Уже интересней. Ну вот сработала такая приманка. Буду пробовать и дальше. На выбросе хорошо долбанула. Достаточно такая активная щука. Посопротивлялась достойно. Водила тут и туда-сюда. Видимо, она все-таки сегодня в ударе. Так, зацепился, придется лезть. Ладно, ничего страшного, залезем. Так. Ну, раз уже залез, можно и пробросать туда, в стороны.
Но вода, конечно, ледяная. Стою и прям слышу, как у меня ноги уже замерзают. Надо скоро вылезать. Еще один заморозик сделаю. И буду вылезать. А то замерзну тут. Судачок. Не, окунек небольшой. Как под глаз зашел. Вот такой. Давай-ка, плыви. Вопросы мои видео. Это хороший. Да. Хороший кабаняра. Такой. А? Этот хороший. Заживал как. Ну вот, половил немного на заливе. Удалось получить пару поклевок. В сочетании с оторванными хвостами. Одним словом, рыба клюет, не сильно активно, но все же поклевки имеются. Буду пробовать дальше что-то поймать. Сейчас вот выхожу на реку, пробросаю там кое-какие места, ямки. Будет видно, что там получается. Ух ты, тут волна какая. Вот, половили уже и на реке достаточно продолжительное время. Обловил различные места. И Бровки, и Коряжник, и прибрежную зону, и на выбросе. Нигде ничего не клюет. Прошлый отрезок приличный уже по реке. Поэтому все же пойду, наверное, вернусь на залив. Поскольку там клевало, были поклевки. Ну и буду там продолжать. Двигаясь вдоль берега залива, там, где нету льда, пролавливать. Где-то будет получаться. Вот такие планы.
Пошел. Так, ну сейчас надо подготовить пару приманочек. Вот их. А вот у меня еще, в принципе, есть на этом, на двойничке. И вот еще одну сейчас я подготовлю. Вместо этой порванной. Так. Ну, в общем, беру. Такая у меня заготовка из столистой проволоки, остро заточенная. Я ей четко по центру приманки намечаю пилотное отверстие такое, чтобы крючок потом четко в центре приманки позиционировался. Убрал на место. Теперь двойничок сюда замечательно пройдет у нас и станет ровно посередине тела приманки. Ну вот так вот замечательно получилось. Сейчас оденем чебурашку. Так, она тут, по-моему, так надо. И вот приманка у нас снова готова. Сейчас эту сменим. Денем эту. Что мы тут имеем? Ну да, тут вот на выбросе ямка передо мной. Я тут, в принципе, уже полавливал. Вот еще покидаю сейчас в этом направлении. Сюда можно тоже. Вот такие места летом с берега недоступны. Все заросшее. Камыш стеной не пройти. А сейчас вот можно подойти спокойно кое-где, где камыш уже прилег, и обловить. Камыш, камыш. Истый камыш. Тут такой мысок, а слева-справа от него ямки. Вот их бы обловить, да тут камыш стеной. В прошлые года как-то он его прикладывало ветром, а сейчас он совсем тут окреп. Уже не выйти на этот мысок. И раньше было интересно там окуней половить. Крупный окунь брал. Так, ну а тут что из интересного может быть? Я вот здесь, ну тут совсем миляка. Пойду, значит, сюда обловлю. Тут я уже побросал. Пойду сюда, потом сюда. И может по реке буду возвращаться, не знаю еще, не думал. По реке тут тоже мелководно все. В общем, ладно. Пойдем, и там будет видно. Я решу. В принципе, время-то уже мало остается. Скоро домой возвращаться. 4 часа уже.
Ну и пару слов расскажу о комплекте, на который я сегодня ловлю. Это небезызвестный Орион от CF, но эта модель самая длинная в линейке, 2.90 с тестом 5.21. Замечательный этот бланк тем, что он очень посылистый. И мне сегодня, я перед собой ставил такую задачу обловить ямы на достаточном удалении от берега. И вот он мне как раз таки эти задачи помогает периодически выполнять. Достаточно чувствительный. В чуйке, конечно, Сонику проигрывает, но Соника короче. С такой длиной на какие-то чудеса с длиной 2.90 рассчитывать не приходится. Прекрасно работать с ним и на 5 граммах, и где-то 16-18. Больше я не ставил. Отлично летит, отлично чуйка. Ну, 5 грамм, понятно, это надо буквально недалеко от берега. И на тоненьком шнуре, здесь у меня 0,8. Ну, в принципе, я и на нем ловил окушка. Где-то небольшие приманочки, 5 грамм, и вот под берегом нашел, можно потягать. И в то же время где-то на дальняк забросить, обловить какие-то дальние дистанции. Катушка здесь поставил Exceller 4000 в компакт корпусе, то есть корпус у него от 3000 модели, а шпуля 4000. Ну, еще стоит отметить, что тут передача 4,4 к 1. Более такая усиленная, тяговитая. Меньше за один оборот выбирает шнура, но при этом более тяговитый. Катушка неплохая, конечно, с артейтом не сравнится, но за свои деньги неплохой вариант. Правда, у меня уже достаточно давно она в работе, и уже надо ее ТО ей провести, кое-где она начинает так нечистый ход у нее такой. Ну и шнур намотан здесь MGK Upgrade 0,8, флюорокарбон 0,24 в качестве поводка. Ну вот, такой, собственно говоря, комплект. Неплохой, мне нравится строй. Такой строй рокфишинговый, более злой, чем у Соника того же. На забросе отсутствуют паразитарные колебания у бланка, и посылает он приманку достаточно далеко. С Соником не сравнится, все-таки где-то метров 10-15 можно выиграть в забросе, а то и больше. Ну вот, собственно, и все. Сейчас вот перекушу, уже 4 часа, двинусь на реку, выйду, там окуневые точки прокидаю, вот как раз таки им на легких весах. Если там окунь не отзовется, то уже вернусь дальше на залив, на ямы. Буду там заканчивать свою рыбалку более тяжелыми приманками, именно на ямах. Поработаю с ним, половлю.